Ольга, приветствую. Привет. Рад видеть. Спасибо, взаимно. Мы будем говорить сегодня о легализации, о том, как получить карту по быту, как получить ВНЖ в Польше, по бизнесу, по работе, по учебе, где нас обманывают, где нам помогают, кто нас обманывает. Я и они все, они хотят знать правду. Сегодня развеем, значит, эти мифы. Класс. Я очень заряжен. Расскажи в 2 словах о себе, чтобы люди понимали, что тебя обязательно нужно слушать. Всем привет, меня зовут Ольга, я уже 9 лет в Польше нахожусь, 8 из них я занимаюсь легализацией и адаптацией иностранцев на территории Польши. Я являюсь основательницей фирмы Kalinko Legal, которая находится в 3 городах: Варшава, Вроцлав и Сопот. Также я являюсь автором различных курсов, спикером в государственных учреждениях. Ну и мы занимаемся помощью в миграционных вопросах для иммигрантов и помогаем им развеять разные мифы и понять польские законы обычным простым языком. Класс. И сколько у вас клиентов было или какие-то цифры набросать, чтобы люди понимали, что... на сегодняшний день уже за 8 лет более 5000 клиентов с положительными решениями. Плюс у меня большой... С положительными решениями, это в смысле с полученными какими-то ВНЖ либо ПМЖ? Гражданствами, то есть тоже мы сюда включаем, да. Окей, супер. Первый вопрос, самый важный, он самый обширный, и дальше мы будем это декомпозировать, да, все. Как получить вид на жительство в Польше? Давай пройдемся по таким основным рэперным точкам, да, основным этапам, алгоритм, а дальше я уже буду куда-то спрашивать. Ну, в ВНЖ, как мы знаем, есть 16 целей на самом деле, да. 16? 16. А я реально не знал, что 16. 16, да. 3-я страница вниска. Добрый вечер. Да, 16 целей, но самые популярные, конечно же, это работа, учеба, это по воссоединению семьи, для студентов, да, и бизнес, конечно, это сейчас тоже самый такой топ-топ. Я хотел показать, типа, бизнес. Да. Топ-топ. Вот, поэтому, когда мы вообще решаемся перед тем, хотим мы вообще легализироваться или нет, нужно понять, для чего нам это. Это вообще первый вопрос, когда даже к нам люди приходят, мы всегда спрашиваем, зачем? Зачем это ВНЖ, зачем им карта по быту? Зачем, в смысле, что я буду с картой делать, да, и что она мне дает? Какая цель, конечная точка, да, этого иммигранта? Просто потому что все делают, ну, это у нас так любят, да, и, к сожалению, иностранцы, где все побежали туда, и мы бежим, да. Либо же все-таки есть какая-то цель, то есть остаться в Польше, получить ПМЖ, в будущем получить гражданство, да, то есть от этого и будет зависеть, будем ли мы как-то комбинировать уже с этими картами, выдумывать процессы легализации, или все-таки советовать стандартным путем идти, да. Поэтому перед тем, когда люди хотят подавать документы, должны ответить себе, какую цель они преследуют в Польше. Дальше нужно выбрать правильную цель вообще подачи на эту карту, да, то есть что они работают официально, ведут бизнес, или же все-таки хотели попробовать поработать, но основное хотят, например, подать по воссоединению семьи, либо для, как инной околичности, да, это другие обстоятельства называется. Вот, потом идет сбор документов, да, согласно по цель, да, отправка, либо личная встреча с инспектором, ожидание, процессы, контролирование этого процесса и уже потом получение положительного решения. Надеюсь, положительного решения, не негативного. И потом еще пластик, да, мы ждем карточку. И уже после того, когда децизию получают, нужно получить еще пластик. Это тоже самый главный такой миф, то, что многие люди думают, что если они получили децизию, то уже все, могут путешествовать по странам Шенген-зоны, да, без проблем, но это не так. То есть нужно еще дождаться самого пластика, и мы путешествовать можем, когда паспорт есть, плюс карта по быту, например. Плюс пластиковая карточка. Окей, смотри, пока звучит позитивно просто. Какой базовый набор документов необходим? Я знаю, что он отличается в зависимости уже потом от цели, да, мы обсудим это все. Но вот что в базе нужно точно всем, да, чтобы люди сейчас понимали, к чему готовиться? Ну, первое — это анкета. Это самое основное. Анкета, которая есть на официальных сайтах. Это которая вот такая? Ну, 15, сколько там, 12 страниц. Внесок. Да. Раз, зафиксировали. 4 фотографии 3,5 на 4,5, где 70-80% лица. Окей. Ну, это стандартно, я так понимаю, возле ужондов. Да, но мы тоже встречаем ситуации, когда вот сейчас особенно популярно портрет приносит, да? Нет, знаешь, сейчас популярно, люди решили как бы экономить, и, ну, это нормально все, я все прекрасно понимаю, они фотографируются дома, идут в Росман и за 1 злотую распечатывают эти фотографии. Так можно было, да? Да, можно, только единственное, что у кого-то понятие фотография на паспорт это нормальное, и даже дома они хорошо фотографируют, тем более особенно маленьких детей очень сложно, да, где-то в салоне сфотографировать, поэтому, конечно же, дома там на белом фоне
лежа, да, сверху там фотографируют и уже в Росмане печатают. Но некоторые же у нас там улыбка на 32, профиль, ухо, там, да, одно видно, одно не видно. Ну, то есть, ну, такие есть нюансы, которые, если кто-то не умеет фотографировать, лучше обратиться к специалисту. Ну, и заплатить сколько там? 30 злот, 50 злот? Ну, да, от 30 до 50 в зависимости. Ну, терпимо. Дальше, это паспорт, да, копия паспорта, в зависимости, опять же, здесь от воеводства. Потому что в одном воеводстве нужна копия всех страниц паспорта, в другом воеводстве, например, здесь в Варшаве только те, которые записаны из страницы паспорта, так, то есть это все отличается. Ну, а дальше еще идет оплата, да, то есть если мы по работе, то это 440 злотых, если все остальные виды целей подачи, то это 340 злотых уже. Дальше это уже документы, связанные с каждой целью. То есть если мы говорим о работе, разделяем уже или... Подожди, сейчас меня интересуют такие вопросы. Это прописка либо место, где ты живешь? Что здесь? Здесь, если по работе, то здесь ничего не нужно. То есть мы не предоставляем никакой договор, потому что с 29 января 2022 года вступила поправки к новелизации уставе и убрали тем людям, которые подаются на карту от работы, предоставляют подтверждать место проживания на территории Польши. То есть не надо документально. Понятное дело, мы в анкете обязаны указать адрес. Какой-то формальный адрес, да, где мы... но, знаешь, вот если еще год, даже, наверное, 2 года назад, когда мы указывали адрес, то мало когда нас проверяли, да, только если там воссоединение семьи, либо брак с поляком, то, конечно же, здесь проверяют на фиктивность, то сейчас, в этом году, просто массово начали проверять, а реально ли иностранец живет в этом городе. Потому что мы прекрасно понимаем, в Варшаве, ну, свои сроки очень классные, да, то есть до 6 это максимум, смотря какой вид на жительство. В Кракове, ну, вообще супер, там просто... Самый быстрый город. Самый быстрый, самый спокойный. Мы вчера, я вернулась с Катовиц с интенсива, да, мы вчера смеялись, что чуть ли не какую-то ситуацию обсуждаем. Краков, у нас такого нет, у нас все классно, да. Но в Кракове... Я тоже такое слышал. В Кракове на самом деле все намного проще, тем более сейчас, например, граждане Украины, даже, да, если подают документы, то, например, со статусом УКР им не нужно являться даже в ужин. То есть почтой отправили, через пару месяцев им пришла децизия. Все, если все идеально, понимаешь? Вау, я не знал тоже, что так прям. А в этом году уже начали проверять, потому что люди начинают комбинировать. Начинают выкупать адреса проживания, договора. Страж граничная приходит, либо в основном стражмейская, либо полиция. А там приходит. 600 человек, да, на этом адресе? А там хорошо, если 600 человек на этом адресе, а хуже, когда открывает дверь вообще полька, либо какой-то другой иностранец, который вообще ни разу никогда даже не знает этого иностранца, да. Но и от этого идет, конечно, потом уже и отказ, свои последствия, да. Поэтому, когда мы подаемся на карту от работы, здесь предоставлять жилье не нужно подтверждение, но в анкете мы должны указать правильно там, где мы на Ну и иметь в виду, что в целом к вам могут прийти, поэтому, ну, как бы на ваш страх и риск. А что касается уже других целей, то есть если это учеба, воссоединение, бизнес, то здесь, да, здесь нужно подтверждение документальное. И это договор какой-то, это либо договор найму, либо договор ужичения, либо же прописка, либо еще на часовый побыт подходит осведчение от хозяина квартиры о том, что он подтверждает, что данные личности проживают под этим адресом. Ага, окей, класс. По страховке что? Как у нас дела? По страховке. Мы говорим о временном, да? Да. Сейчас я специально начал со временного, потому что, во-первых, у большинства людей, кто нас смотрит, у них запрос на временное место жительства, да? А во-вторых, с этого все начинается. Сначала же мы получаем временное, а потом... Ну, если, конечно, нет корней, нет? Если нет корней, да. Но таких все равно меньше. Или больше. Вот как у вас, кстати, по количеству клиентов? У нас в Поморском воеводстве, я тебе честно скажу, что больше тех, кто по корням. О, и белорусов, наверное. Да. Я знаю, они что-то любят. Гданьск. У нас все классно, у нас морешко холодное. Ну, реально. У нас освежает мысли. Мы же просто компаниями занимаемся, регистрацией, и реально белорусы, вот прям Гданьск. Да, то есть у меня, например, в связи с тем, что 3 офиса, у меня, знаешь, как вот 3 ребенка. Они разные, они со своими характерами, да, то есть со своими проблемами и так далее. Но, например, в Поморском воеводстве у нас больше белорусов. В Варшаве у нас микс, но все равно больше украинцев, а также с Непала, Индии, там вот именно иностранных. Да, больше уже. Во Вроцлаве, 50 на 50. То есть и украинцы, белорусы, и другие национальности. Окей. И что по страховке? По страховке. Значит, можно 2 страховки здесь. Либо мы заключаем ЗУС, да, то есть это те, кто работает на умове злицения, либо на умове операции, у них уже есть этот ЗУС, то есть государственная страховка, либо приватная страховка. Но в приватной страховке есть нюансы. Во-первых, приватная страховка должна быть заключена хотя бы минимум на год. Второе, со старту ты должен показывать. Да. Второе, это минимум на 30 тысяч у нас должно быть страхование. И третье, это на случай несчастного случая, либо неотложная там операция, вызов скорой помощи. То есть это несколько пунктов, которые должны обязательно быть, потому что люди у нас любят покупать там Свисмед, Люксмед. Самую дешманскую. Да, и приходит, и там написано 20 тысяч евро.
Ну, это не подходит. То есть должно быть 30 тысяч евро. И сколько такая страховка стоит? На год она где-то около 500 злотых стоит. То есть это небольшие... ну, то есть это не там 5 тысяч Да, злотых. для студентов вообще там около 300 злотых это будет стоить. То есть это небольшие суммы, но такой маленький спойлер, да, если люди планируют подавать в будущем на карту резидента, и все 5 лет, да, то есть для карты резидента нам нужно прожить 5 лет, все 5 лет проживали на приватной страховке, не имея ЗУС, будет отказ. На карту резидента. Да. А как, в чем логика, почему они дают Потому отказ? что на карте резидента они хотят государственную страховку. Чтобы у тебя до этого Да, она была? последних 3 года они смотрят вот ЗУС. Вау, класс. Да, и поэтому те люди, которые работают через... Он стоит человек, он маякует. А как у тебя так было? А у меня запросили ЗУС за последние там сколько-то. Именно ЗУС, не ПИТ, а ЗУС. Помимо ПИТ ПИТа. это понятное дело. Они говорят, ты нам ЗУСы покажи. Ты нам ЗУСы Да, покажи. вот эта проблема часто, у кого отказ, это те люди, которые работают через бизнес-инкубаторы. Потому что Слушай, они шлепают бизнес-инкубаторах у нас умовое дело. с принесением прав авторских? Так. А расскажи в 2 словах, что это, чтобы люди понимали. Инкубаторы Да, или... вот умовое дело, вот эту конструкцию, типа этот лайфхак. Ну, там просто нету, как бы маленький процент идет налогообложения, так, нету страхования. И поэтому людям намного выгоднее подписывать умовое дело, потому что больше мы зарабатываем при ней, да. Но там нету ЗУС. И потом ты можешь 5 лет отфигачить на таком ВНЖ, да, на инкубаторе, и податься на карту резидента, и тебе Получишь говорят, отказ. прошу пана. Да. Лучше, когда, например, допустим, семья, мужчина и женщина работают через бизнес-инкубатор. В бизнес-инкубаторе есть такое понятие, как заключение умового дела плюс умовозлицение. Они часто в инкубаторе делают умовозлицение на такую маленькую сумму, там, на 600 злотых, на 1000 злотых, да? Но уже когда у нас есть это умовозлицение, у нас идет ЗУС. И что тогда? Так как это мой, например, член семьи, да, например, супруг или там супруг, мы можем подключить под свою страховку членов семьи. То есть у меня будет ЗУС ЗУА, а у члена семьи ЗУС ЗЦНА. Ну и тогда все будет отлично. И все тогда прокатывает, да? Да. Да. Окей, классно. Ну, либо еще такой сразу ввойду, если нет возможности, ну, люди не хотят это платить, да, например, за умовозлицение, в крайнем случае заключают непосредственно с НФЗ контракт и каждый месяц платить. Но это немножко дороговато. Это каждый месяц почти по 500-600 злотых. Но есть такая опция. То есть если у тебя нету все-таки работы в Польше, там, злицения, либо опраться, ты можешь напрямую прийти в НФЗ и сказать: здравствуйте, можно у вас напрямую купить страховку? Да. И тогда мы платим складки здравотные, не? И тоже через 5 лет мы будем нормально так, в хорошей резиденту точке это подойдет, находиться. потому что это будет ЗУС, да, так как это НФЗ, но работа все равно должна будет быть. Окей, отлично. Вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Теперь деньги. Деньги, минимальные зарплаты, деньги на счету и так далее. Я приезжал в Польшу в 2014 году. Ты когда приехала? Тоже в 2015? Я приехал в 2014 году в августе, если не ошибаюсь, 29 августа. И на тот момент нужно было иметь на счету, я, как сейчас помню, я не знаю почему, 10 тысяч злотых. Вот мы ложили 10 тысяч злотых. А ты как студент ехал? Или... У меня была виза вымяно-культуральна. Ага, вот. Я, в общем, вымяно делал. Я поняла. Культурально. И что? И я подавался как на основе изучения языка, вот, но нас просили ложить деньги на счет. Да. Что поменялось сейчас? Это так сейчас тоже есть. Тоже есть, да? Но это если ты подаешься с целью языковые курсы, либо, например, учеба в университете, либо учеба в полициальной школе. Да? Тогда мы должны показать 776 злотых нетто, умноженное на количество месяцев обучения. Чаще всего первая карта у нас дается от учебы, от языковых курсов на 15 месяцев. Если это полициальная школа, то на срок ее учебы, то есть иногда год, да, вообще бывает полициальная школа, а если еще год рассмотрения, то и не будет как этой раз, карты. Да. Вот, плюс 200 злотых на обратный билет. Серьезно? Да. 200 злотых? Да. Типа на обратный билет, условно, в Украину или в Беларусь? Да. Окей. Вот. Самое худшее — это в Варшаве. Потому что в Варшаве еще считается плюс съем жилья в месяц. Ого. То есть если Сильно. кто-то арендует сам жилье,
да, например, там 3000 злотых, то представь, 776 мы умножаем на 15 месяцев, это, грубо говоря, пускай там будет 9-10 тысяч, плюс 200 злотых, 10-200, например, и 3000 умножаем на 15 месяцев. Ну, напряжно, для людей это может быть напряжно. 40-50 тысяч даже иногда нужно показать, понимаешь? Ну да. Если здесь нету родителей, будет еще сложнее, да, то есть тогда родители за границей переводят этому иностранцу, то есть студенту деньги на счет, потому что нужно показать личный счет. Исключением, когда, опять же, не во всех воеводствах, это такие примеры, да, когда, мы еще поговорим отдельно про воеводство, мне интересно, почему так работает это. Еще иногда от воеводства зависит, то есть если это иностранец, которому до 26 лет, он проживает вместе с родителями под одной крышей и находится на их содержании, то есть он при этом не работает, то даже иногда лучше податься от родителей на карту, нежели от учебы. Хотя я думал, что от учебы типа супер простая штука. Да, простая, но смотри, минус в чем? Опять это как резидент, да, тянется за этим всем, да, потому что срок пребывания на такой карте делится напополам. То есть, условно, твои 5 лет по такой карте. 5 лет учился, например. Это 2,5 тебе засчитают. Да. Поэтому и это только по учебе, по всем остальным эта акция не работает. Да, то есть если мы берем, например, карту по работе, то на сегодняшний день в связи с поправками тоже с 2022 года мы должны показывать минимальную заработную плату. И на это 4... 242 злотых брутто. Ты прям как GPT, поняла, ходячий. Мне так все... 4,242, запятая 0,0 злотых брутто. Вот, а с июля вообще 4,300 будет. Да, помню. Если это граждане Украины, например, в некоторых воеводствах сейчас, в связи с тем, что работает спецустава, если мы не показываем полную ставку, мы просто получим карту на 1 год. Но все равно можно. Но я уверен, что в Варшаве со старта полную ставку, везде все показывай. Тут еще понимаешь, в чем проблема? В Варшаве не церемонится, да, как-то? Да, в Варшаве. Ну, а тут опять же есть свои плюсы и минусы в этом. Потому что если ты все в рамках закона сделал, то и они тебе не дают, то ты быстро все получишь. Но если у тебя вопросики, то едь в Краков. То едь в Поморское воеводство. Да, в Поморском воеводстве у нас вызваний миллион вызовут. Потом у нас под сам конец уже инспектор с громадзения материалу до ВДВ сделает, да, то есть когда еще вызовет и скажет, вот, ты можешь ознакомиться со своим делом и сказать, согласен ты с ним или нет. Прикол. И когда вот критическая уже точка, человек идет к инспектору, смотрит, она объясняет, почему идет дело к отказу, и если в этот период иностранец может хоть как-то исправить ситуацию, да, то есть, ну, не знаю, принести залончик номер 1, да, допустим, новый, мы сейчас тоже поговорим или там о нем, работу найти вторую, допустим. Да, либо поменять, может быть, обстоятельства срочно, потому что до момента отказа, да, то это можно на этом этапе все сделать. Поэтому тут тоже свои есть плюсы. Но у нас сроки ожидания, да, то есть от 3 месяцев до 18 месяцев. Ну да, чуть-чуть долговато получается. Да, вот, поэтому, если у нас, например, воссоединение семьи, либо же другие обстоятельства, то здесь мы считаем 600 злотых нетто на человека в семье, а если это Варшава, плюс аренда жилья. Блин, ну с Варшавой сильно, конечно. Да, но тут на часовом побыте можно жилье обойти. Да, и это, собственно, мой следующий вопрос. Блин, все, я молчу. Мой следующий вопрос, он такой, можно ли это как-то, собственно, обойти? Ну, да. Я нахожусь, смотри, давай брать мой кейс. Я нахожусь в Варшаве. Я снимаю квартиру за 8 плюс тысяч злотых, арендная квартира. И, ну, получается, я должен показать минимум там 8 тысяч, плюс еще там какие-то фокусы. И... Но у тебя супруга есть, да? Да, у меня еще есть супруга, она не работает. На твоем содержании? Да, она на моем содержании. Дети? Нет. Сейчас как у Собака нет. Дети, собака нет. Есть синдром, вот это знаешь, когда люди дергаются и отвлекаются постоянно. Ну, это бесплатно. Да, но это бесплатно. Это не считается. Это приобретенный синдром. Anyway, что мне вот в моем кейсе, допустим? Ну, это получается 600 умножаем на 2 человека, то есть это 1200, да. Плюс 8000, да? Ага, 1200, 9, ого. 9200. И это я должен показать, если бы я подавался по работе, условно, то я должен был бы такую зарплату показать нетто или бруто? Нетто. Да. Соответственно, бруто это должно было быть где-то 15. Да. А понятное дело, что не у всех такое есть. Ну и поэтому... Ну, потому что 15 тысяч злотых брутто, это ты, ну, явно не какой-то там это больше в IT, средний специалист. Да, это ты... В бедронке точно не Это не про бедронку. Да, поэтому здесь есть обходной, да, то есть либо просить тогда у хозяина квартиры ошвидчение, о котором я говорила, да, то есть это заявление, где он подтверждает, что я владелец этого жилья, номер księgi wieczystej, да, домовой книги, подтверждаю, что такие-то, такие-то люди будут проживать под данным адресом, и он там не указывает сумму. Ага, он не указывает сумму, и срок тоже? Или окрест срок какой-то? можем указать, там без проблем. Типа 2 года? Да, допустим, либо там на час неокрешленный, да, допустим, тоже. Ну, тогда на час неокрешленный. Да, самое лучшее. Либо мельдунок.
Мгм. При Мальдунке тоже мы ж не видим этой суммы, тогда мы ее не будем считать. Ага, мы Но это просто только при приходим и часовом говорим, побыте такой вот работы. у нас прописка Мельдунок, да, для тех, кто не знает, у нас прописка, и вот, пожалуйста, и там Да. не написано. Да, тогда это обходим. Классно, таким образом. классно. Это, хороший, я так понимаю, легальный способ, Да, как да, можно конечно. Мгм. обойти эту историю. Хорошо, что-нибудь еще по общему такому, вспомни сейчас вот по общему алгоритму, чтобы мы дальше чуть-чуть декомпозировали? по Ну, это если направлениям. мы задели эту работу, да, то заложник номер 1. Вообще, на самом деле, Це самое що таке? приложение к анкете, да, Мгм, такие, мгм. так как люди любят докладно перевозить это, где работодатель указывает, где иностранец работает, Мгм. на каких условиях, какой трудовой договор, кем он работает, ставку и период пропонованного, да, то есть планируемого трудоустройства данного иностранца у этого работодателя. Мгм. Например, типа там на год или на час неокрещенный? Вот на здесь не неограниченный? работает час неукрещенный, потому что у нас карта максимально на 3 года выдается. Ага, Да? окей. Поэтому и заложник номер 1 мы можем тоже максимально на 3 года. Да, есть, конечно, опять же, я тут буду отступать, потому что я знаю, сейчас там начнут, а у нас Ну есть, да, да. конечно, воеводство, где можно заложник номер 1 написать там от даты до, например, на час неукрещенный, либо, например, от даты децизии на 3 лата, например. Да? Мгм. Такое тоже иногда в некоторых воеводствах проходит, Прокатывает. но не везде. И самое огромное, наверное, такая миф у иностранцев, что делать, если, например, карта, точнее, заложник номер 1 выписан на год, а умова на 3 года. Насколько я получу тогда карту? То карту иностранец получит только на 1 год. Потому что карту мы выдаем по На основе заложника номер 1. Да. И поэтому здесь нужно правильно растолковать своему работодателю и объяснить, что даже при умове, например, на 3 месяца, пробный окрес, да. Мгм. Типа но напишите мне, пожалуйста. Да, заложник на 3 года. Мгм. Потому что И его он не- же все равно может уволить тебя, это ж его Ну, не конечно. связывает. Просто в зависимости уже от гражданства будет зависеть, что мы делаем дальше. Граждане Украины сейчас вообще получают децизии без привязки к работодателю. Да, Всё, что поэтому- хочешь, да, получают? Да, все, что угодно. Хорошо. Теперь чуть-чуть обсудим про именно направление. Начнем с самого интересного, это бизнес. У нас много всего на этом канале про бизнес в Польше. Так получилось, что у нас самый большой YouTube-канал о бизнесе в Польше. И давай про бизнес. Вопрос номер 1. Можно ли получить карту побыту на основе jednoosobowej działalności gospodarczej? Конечно, конечно. Класс. Максимально на 3 года. Расскажи два слова про это. Это сейчас идеальный шанс, Залететь, можно да, сказать, на эту движуху? войти в этот движ Париж, да, Да. и получить карту на 3 года, особенно гражданам Украины. Почему? 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 Во-первых, потому что не нужно бизнес-план писать. Да. Если сравнивать со спілкою ЗО, да? Да и вообще, если сравнивать, например, взять гражданина Беларуси, у которого виза ПБХ, и он хочет открыть ЙОДГ И, и он, подать и, по и бизнесу. ему надо Ему через нужно. ЕДГ писать Да. бизнес-план. Белорусы, внимание, да? Это, Да, ну, это зафиксируем. нужно. Дальше. У граждан Украины не нужно показывать 12-кратный доход по бизнесу на момент подачи, либо какие-то инвестиции. Мгм. Так? Поэтому... Это будет бонусом, если у тебя уже есть какие-то там доходы, да, конечно. кэшфлоу? Но, знаешь, представь, человек открывает бизнес, как это было раньше, да, еще в наше время. Да, вот в наше время. Ну, у меня так было, если что. Я писал бизнес-план, и я ж не сделал 12 средних зарплат. ЦИТ я не показал. мне Так, не но показали. ты тогда либо показывал инвестиции, либо Бизнес-план. показывал бизнес-план, то, что ты сделаешь. показывал это- обещания. Да, обещания. Кто-то показывает трудоустройство, например, на умове працы 2 поляков, либо 2 иностранцев, которым не нужно делать разрешение на работу. То есть, как бы показывать, что мы нужны, да, Польше. Гражданам Украины это вообще ничего не нужно. То есть, другими словами, сейчас можно открыть jednoosobowo działalność, либо у тех, кто сейчас это смотрит, украинцы, да, мы Да. сейчас про них, у них есть ЕДГ, открытая полгода назад, Да. и они могут на свое просто открытое ЕДГ, где есть там, ну, условно, какой-то доход, я не знаю, 2-3 тысячи злотых в месяц, да, они могут податься и получить ВНЖ, карту да, на на 3 года. Да. А белорусам, например... Нужен ли при этом статус УКР или нет? Нет, Насколько? гражданам Украины не нужен статус УКР вообще. Все Окей. граждане Украины во время спецустава имеют право открывать ЙОДГ. Мгм. И если у меня нет статуса УКР, и я подаюсь на основе ЕДГ на карту побыта, то я получаю ее тоже там, скорее всего, на 3 года. Да, да. Класс. Вау. Поэтому сейчас, знаешь, вот самый популярный вопрос, когда граждане Украины получали карту от работы. Да? Пришла война, сделали спецуставу, сделали упрощение, и с 24 февраля 2022 года разрешили всем гражданам Украины открывать ЙОДГ. Ну да, да. Большая часть, ну не укрываемы, да, открыли ЙОДГ. Да. Каждая 10-я, если да, что. уволились от работодателей, сказали, мы предприниматели, мы хотим делать свою движуху, да, и открыли. И ведут эту ЙОДГ. И каждый потом задумывается, а вообще мне надо переподаваться на карту от бизнеса или нет? Мгм. Да? Хороший вопрос, Потому что
по факту граждане Украины, которые увольняются от работодателя А, от которого была карта, и переходят к работодателю Б, единственное, что они должны сделать, это в течение 15 рабочих дней уведомить ужин о том, что они потеряли работу. И все. То есть они потом без проблем могут дальше жить на этой карте. Да, работать у любого работодателя, то есть не менять эту карту. Супер, скажи же. Класс, правильно. ну, круто. И что делает у нас, происходит, когда мы увольняемся от работодателя и открываем свою ЙОДГ? По факту мы опять же уведомляем ужин о том, что мы потеряли работу в течение 15 рабочих дней, и тут вопрос, а нужно ли переподаваться? Я считаю, нужно. Почему? Ну, во-первых, сейчас спецустава, которая сделала упрощение, да, 12-кратный доход, не нужно показывать бизнес-планы, то есть это плюс. Во-вторых... Получишь типа свеженькую карту? Да, от бизнеса. Обновишься от Теперь бизнеса. Вопрос, а когда закончится спецустава? Она же все равно когда-то закончится у нас. Что будет с этими предпринимателями? У нас же по карте от работы нельзя открывать ЙОДГ. Ну да, и тут замкнутый круг. Да, то есть понятное дело, что, может быть, государство что-то примет, да, не закроет там миллион предпринимателей, которые платят налогов. Ну, понятное дело. Но все равно мы же смотрим на будущее. Они могут сделать умное лицо, поняла? Они типа очень умное лицо сделают, но я не верю, что они... Ну, в Польше все, что логично нам, это не логично, да, это такая стандартная. Поэтому лучше себя бы подстраховать под этот план. И пока есть во время действия спецуставы переподать карту на новую от бизнеса. Тем более ту прошлую еще не заберут до момента получения новой. То есть ты можешь со всеми, у тебя будет 2 карты по быту параллельно. Ну да, можно так сказать. Одна актуальная, другая в рассмотрении. Да. Ты ничего не теряешь, но ты там теряешь просто на внесок, может какой-то там записаться в очередь и заплатить за услугу там вам или еще кому-то, если ты это делаешь с посредником. Классно, интересно. Поэтому я за то, чтобы люди меняли все-таки. И все. И ты когда подаешься на основе ЕДГ, ты даешь просто что? Какую-то выписку из реестра? В зависимости, да, от, опять же, воеводства. Давай берем хардовое самое Варшава. Вот я так понял, Варшава самая такая. Не? По Варшаве еще здесь более-менее нормально. Ну, то есть стандарт тот, который мы описали ранее, да, говорили, то есть это внески, фотографии, паспорт. Здесь, так как это по бизнесу, то мы должны предоставить проживание, да, подтвердить проживание на территории Польши. Дальше мы должны подтвердить, что мы открыли бизнес, то есть выписка из ЦИДГ, да. Дальше, если есть какие-то фактуры с клиентами, можем тоже это показать. Если у нас есть постоянное место ведения деятельности, да, например, это салон открытый, есть в аренду, то можно показываем. Фоточку показать? Можно фоточку, но нет. Умову на вынайм локала, например. Если у кого-то есть фискальный аппарат, то рапорт за предыдущий месяц, вычёнг с конта фирмового, либо если это ЙОДГ, то также можно иметь приватный, но я не знаю, как у вас там происходит, как вы советуете, но мы за то, чтобы все-таки открывали даже на ЙОДГ фирменный счет. Фирменный счет, конечно. Да, потому что вообще предприниматель имеет право на личный счет все получать. Да, но я не понимаю, честно, зачем это делать. Я вот тоже, потому что мы же должны показать выписку, и тут иногда нам один раз пришел человек, да. А там бедренка, поняла? Да, бедренка, жлобык, а он показывает доход 2000, а у него жлобык 2500. То есть в минусе, да, он поставил? Да, то есть а доход как бы по балансу, по фирме 2000. Ну, как бы немножко нелогично. Понятно, что мы там, есть где-то наличка в носке, да, и закладываем, пополняем, крипта, но я за то, чтобы это разделять. То есть мы на фирменный счет приходы, мы платим ЗУСы, налоги бухгалтера, да, там аренду, например, и все, что осталось, выводим на личный счет. Все. И вот эту красивую выписку, такую идеальную, как идеальный предприниматель, ее показываем. Да. Я тоже так считаю. Мы, когда помогаем там в регистрации, мы говорим, ребята, открывайте отдельный счет. Но и обычно предпринимателям нужно несколько валютных счетов, типа там злотый, доллар, евро. Да. Ну, блин, со своим банком это смешивать, где ты там в Миллениуме там 5 лет обслуживался, в каком-нибудь, зачем? Да. Окей, классно. По бизнесу у нас, я так понимаю, меняется то, что если ты именно по спілки ЗО, да, подаешься, меняется то, что ты должен выполнить, собственно, эти критерии. Либо частно укрепленные 2 поляка, либо 12 средних зарплат воеводства, либо инвестиции, ну да. То есть вот это. Но в спілке в чем проблема часто, и многие на это не обращают внимания, это нужно всегда задаваться вопросом в этой спілке, как мы выводим себе средства, потому что многие люди... У нас тут 40 тысяч, которые задаются этим вопросом. Да. Многие, да, в зажонде, где-то в управлении, и они думают, все, карта по бизнесу, все отлично. Но тут вопрос, если это, например, граждане Украины, то тут проще, потому что не нужно никакого разрешения на работу. Да. Но если это другие граждане, то все забывают о зазволении типа Б. У меня знакомый так депортацию получил. Вот, зазволение типа Б. Дальше забывают, если же человек сам себя трудоустраивает в эту спілку, да, например, он открыл строительную компанию и трудоустроил себя как разнорабочий, то многие думают, что я подаюсь тогда на карту от работы. Это не так. То есть если иностранец виднеется в КРС в зажонде, да, то есть он певні функции зажонду, то он обязан подавать уже только от бизнеса, только он просто предоставляет документы как по спілке,
так еще и как самотрудоустроенный, с заложниками, со всеми этими По документами. зарплате и доходам. Окей. Да, Да, да. это важный момент. Это очень важно. То есть тут надо, наверное, сказать слово, такую фразу «могут депортировать». Правильно? Да, могут Потому что это оштрафовать. могут Начнем с того, что оштрафовать да, или депортировать. сейчас спулки чаще всего проверяют контроли, то есть ПИП и Страж граничный, это любимые, это спулки. У вас была проверка какая-то? Не, тут-тут-фу. Класс. У нас тоже. Но, знаешь... Там можем перехреститься, если хочешь. По ИП сейчас начинаются проверки, По особенно ИП? по салонам. Ну да. Потому что у нас в салонах? Санэпид забывается. В салонах у нас кассовый аппарат и кэш. Кассовый аппарат, где когда мимо забываем. кассы идет. Да, это у меня Вот. тоже недавно история, где просто налоговая стояла под дверьми, да, и ждала, пока клиент не выйдет, и говорит, чек дали, нет. Ну все, штраф от 3000 злотых и выше. Такой вопрос. Я как предприниматель, и у нас тут там много предпринимателей, им это просто болит, да. Много у кого есть и спілка ЗОО, и одноособова діяльність. Что в таком случае? Показываем две. Прям приходим в ЖОНТ и говорим, смотрите, у нас тут есть спілка ЗОО, Так. вот есть еще одноособова діяльність у нас моя. часто такое, у нас тоже были такие клиенты, особенно здесь в Варшаве, где они по ИП хорошие обороты показывали, но при этом за месяц, за 2 месяца до подачи открыли спілку. Да, в спілке еще как бы нету этих всех критериев выполненных, но есть ЙОДГ. Они все равно все это показывали. Варшава здесь спокойно отреагировала и максимум на 3 года выдала карту. Потому что... А если я не покажу? То есть, вот, допустим, у меня ЙОДГ, я как бы хочу на основе него подать. Ну, смотри, ты карту получаешь и так по бизнесу. ЙОДГ, спілка – это бизнес, это деятельность. Ну, просто ж на спілке надо там показать критерии и так далее, а тут я типа ЙОДГ, украинец, хо-хо-хо, оп. Ну, с украинцами вообще очень все просто, да, то есть как бы и там не надо никаких разрешений, и там ты должен показать эти обороты, да, то есть это могут быть общие как суммы, так и раздельные, то есть это твой бизнес, это бизнес ведется, понимаешь? Да, если это Беларусь, например, если мы возьмем, да, то если открыта спілка, то его увидят по Песелю и могут просто запросить, например, тоже дозволение от ИПБ. Что он управление делает, да, легально, допустим. Поэтому, смысл, тем более мы, когда заполняем анкету, мы же там подписываем это швидчення, не каральності, а швидчами, что мы говорим правду и ничего, кроме правды. Да. Окей, классно. Смотри, по работе обсудили, по бизнесу обсудили, по учебе, я так понимаю, глобально каких-то нюансов нет, только что ты должен получить какой-то документ, подтверждающий с учебы. Да, то есть получается проживание обязательно студентам нужно, да, финансы, страховка. И здесь страховку у студентов можно сделать тоже через учебу, и это будет ЗУС тогда. Учебный ЗУС какой-то. Да. У них в полициальных школах, в университетах не всегда, но дают, да, и там 60 злотых в месяц они платят, то есть это тоже небольшие суммы. Либо же родители их страхуют, если они, например, несовершеннолетние, да, либо до 26 лет живут вместе с ними, либо выкупают приватно. Ну, а приватно мы уже знаем, какой минус. Минус подачи на карту от полициальной школы, знаешь, какой? Нет, не знаю. Рассказывай, все рассказывай. Все рассказываю, да, все. Карта, то есть когда иностранец пребывает на визе от полициальной школы, либо на карте от полициальной школы, это ему не засчитывается в 5-летнее легальное пребывание для карты резидента. Вообще? Вообще. Класс, я не знал. Поэтому еще в наше время, когда, да, в тех годах, 15, 16, 17, 18 вот год, да. Это люди, комбинировали, да, потому что тогда были ошвидчения на полгода, может быть, помнишь, да, потом надо дозволение было идти, типа, ждать очень долго, люди не могли ждать, хотели работать, потом пошла мулька в 18 году с полициальными школами, что это будет котироваться для резидента, гражданства. Все резко пошли, да, чтобы на флористов. Экзамены. Да, на БХП, медичные, да. Да, Виталий просто на флористов. У нас все мужчины в этом году, в том году на резидента подаются, все флористы, приходят, да? С дипломами этими, с свидетельствами об окончании школы, и мы такие смотрим, флорист, я говорю, боже, какая жена счастливая, он такой, ни одной цветка не получила, но практику проходила. И очень важно, если это все-таки полициальная школа, чтобы тоже, пускай, окей, там где-то не засчитала, какой-то пошел уже минус, но это должны быть не курсы в полициальной школе. Потому что именно обучение, да, именно мы должны быть обучение. как слухачи, то есть как учни, да, в этой полициальной школе, и мы должны приступить к госэкзаменам в конце, и тогда мы получаем свидетельство о окончании школы полициальной. А мы должны его сдать или приступить? Не обязаны, мы можем только приступить, но не сдадим. В чем отличие? Когда мы приступаем, не сдаем, получаем только свидетельство, это котируется как и на резидента, так и на гражданство. Ага, то есть котируется. Да. Окей. А если мы еще и сдаем, то получаем диплом. Диплом флориста, я думаю, тут... знаешь, это как поляки говорят, с дипломом вы можете работать уже конкретно по своей узкой профессии. Да. Но мы все прекрасно понимаем, что и без диплома можно работать. Да, это точно. Поэтому это классно. такой один из минусов, потому что многие... часто, да, люди, когда думают, как же все-таки легализироваться, и начинают комбинировать лазейки, то почему-то выбирают самый простой путь, это полициальная школа.
А те, кто еще глубже начинает копать, либо приходит на консультации, либо узнает, слушает, это то понимает, что теряются года. То есть представь, виза, которая выдается на 9 месяцев, потом карта от полициальной школы первая, там, может, на 15, может, на год. То есть уже, да, например, 1,5 года потерялось из 5 лет, а время идет быстро. Ну да, время идет быстро, и лучше сразу на правильной стратегии сидеть. Да, можно параллельно. То есть работать и учиться в полицейской школе. И закрыть свои вопросики через 5 лет. Так. Тебе и экзамен państwowy z języka polskiego не надо сдавать, так, который я сдавал. За что могут депортировать? Какие самые распространенные ошибки и кейсы у вас есть? Самое первое – это нелегальная работа. Это, стандартная, да, когда нелегальная работа, кто-то где-то работает на черную. Давай такой вопрос. Как про это узнают? Да, это когда идет проверка на фирме чаще всего, так, либо же иностранец, например, не знаю, работает у работодателя, он дает ему документы, да, тот думает, что все хорошо, он вроде платит налоги, подача идет на карту, а оказывается работодатель в минусе по ЗУСам. И за него налоги не платят? За него налоги, да, не платятся. Например, оказывается, что у него нет разрешения на работу. У иностранца. Да, то есть, разные. И работодатель не делал, либо не знал, что надо делать. Да. Слушай, а вот такая схемка, вот еще. Я подаюсь на карту по быту по работе, эта работа какая-то левая, на время подачи меня еще там типа держат, за меня платят, как только мне выдают карту, меня увольняют. Что в таком случае происходит? И вот тут вопрос всегда, кто ты? Гражданство. Да. Давай возьмем два, белорусы и украинцы. Хорошо. Если это граждане Украины, то, так как я говорила, да, мы уведомляем ужин в течение 15 рабочих дней, что мы уволились. А они даже сами не уведомляют. Иностранцы не уведомляют. Да. Они могут... украинцам сейчас немножко проще, да, потому что их там мало кто сейчас проверяет. Хотя, опять же, у нас есть один такой случай, когда женщина получила карту от работы, потом решила все-таки уволиться и решила стать как безработная в ужин працы, да, чтобы получить дотации на открытие бизнеса. Да, это тоже сейчас стандартное часто такое, что там становится... типа 30 тысяч вот эти или сколько? Да. Вот. И ужин ей прислал odsunięciu zezwolenia на побыт часовый ze względu на zmianę цель побыту. То есть ей отказывают в карте, аннуляцию, да, делают карту, потому что у нее перестала цель пребывания подходить под карту. Соответствовать. Да, то есть потому что она подавалась по работе, она должна была иметь доход, а тут она становится как безработная. Okay. Это вот тоже самая часто распространенная ошибка. А если нам цуфают эту карту, либо нам дают отказ по карте, у нас есть 30 дней для того, чтобы покинуть страну. Кроме граждан Украины. Либо переподаться. Да, кроме граждан. Окей, давай еще раз схему. Просто этим часто делают, и сколько я раз не говорил людям так не делать, они все равно почему-то делают и думают, что им это сойдет с рук потом. Нашел компанию, где меня просто левой ногой, правой рукой там взяли на работу, подался на карту по быту, пока дело мое идет, мне платят зарплату, как только я получил децизию и пластик, меня увольняют, и никто ни о чем не уведомляет. Я не уведомляю ужонт, и они там, скорее всего, уведомляют, потому что они обязаны. Допустим, тоже не... Работодатель не уведомляет, это не его обязанность. Да. Больше по стране не уведомляют тоже. И чем орудуют люди? Они говорят, мне пофиг, чувак, у меня есть пластик, у меня есть карта по быту на 3 года, до свидания. Тут вопрос всегда, хотите ли вы путешествовать по этой карте? Наверное, люди скажут да. Да, поэтому хотят. Информация может дойти до Стражи граничной, и в период пересечения границы Польша и Испания скажет, ваша карта не актуальна. Ага, это то есть первое. Это раз. Классно, Второе, полезно. Карта у нас на сколько выдается? Допустим, ему дали на 2-3 года. То потом мы хотим дальше остаться? Да, допустим, хотим, конечно. Нам не дадут следующую карту. То есть мы ее прям не дадут? Условия. Ее прям не дадут, да? Сейчас вот если раньше до 22 года условия 15 рабочих дней соблюдания, да, то, что соблюдаем о уведомлении потери работы, было, сделал, не сделал, в Варшаве всегда надо было четко это, да, надо было показать, то сейчас с 29 января 2022 года это прям проверяется. Окей. И, соответственно, если ты по такой схеме будешь работать, то тебе следующую карту просто не дадут. Да. И тебе как бы сразу откажут и скажут, покиньте страну? 30 дней для того, чтобы покинуть страну. Ага, и все, да? Да. Поэтому... это важный момент, что так много кто делает. Я знаю, да, граждане Украины сейчас немножко проще, потому что даже если им это откажут карту, опять же, многие тоже говорят, гражданам Украины не отказывают в карте. Отказывают. Отказывают. Это неправда, что не отказывают. Отказывают. Да, карта, если какие-то не соблюдены условия, опять же, как мы говорили, да, по зарплате, либо какой-то документ не донес, который нужен был, то дают карту на год, так, максимум на 3 года. Но и отказывают в карте. А если еще иностранец находится в базе СИС,
да. Это что такое? Это где иностранцы, не пожунзаны, боже, как это по-русски. Черный список такой? Ну, да, которые несут угрозу на территории Польши, которая была депортация, они не выехали из страны, да, и потом через 2-3 года выезжают. Их вносят в базу СИС, да, то есть, которая, например, дает им депортацию от полгода до 10 лет даже. Так. И вот если иностранцы в этой базе находятся, либо, например, их ищут, да, по Евросоюзу, то они тоже находятся в базе СИС, то есть чтобы каждая страна Евросоюза знала, что какого-то иностранца ищут, что если где-то он пересекает какую-то страну, можно было его найти там. Окей. За что еще могут депортировать? За зволение типу Б. Ну, это нелегально, я считаю, все это трудоустройство, это тоже как бы, да, это нелегально, работа. Да. Так как я сказала, база СИС. Дальше, в прошлом году, в этом году огромное количество, я думаю, читаешь тоже паблики, опьянения, тюрьма, погрызы, укусы полицейских, да, нападения в нетрезвом состоянии. Вот это все, иностранцы попадают в тюремные, либо открываются судебные разбирательства, и из-за этого тоже могут получить отказ. На карту побыта? Так, на карту побыта. Окей, ну справедливо, да. Так. А что еще по самим техническим вот моментам? Там, где вот ты не уведомил, не сказал, затупил, обманул, смухлевал, вот что-то еще может быть такое? В основном, когда могут не дать эту карту, например, когда иностранец выехал из страны, посредник подал на карту. И потом он возвращается. Например, я такой подаюсь на карту побыта через вас, а в это время думаю, надо отдохнуть, полететь на Бали. Да. А мы в это время, например, подаем. Мы бы так не сделали, мы, конечно, миллион бы раз еще узнали, точно это тут или нет. Ну да. Ну, допустим. Допустим, да, посредник, допустим, например, я не сказал. Да. И никто не узнал, и мы подаем, например, на карту, то во время вызова отпечатки пальцев, либо же когда ты придешь уже на эти отпечатки пальцев, будет видно, что тебя не было, потому что инспектор делает запрос в Стражграничную полицию, в консульство о тебе, как о иностранце, где ты находишься, куда выезжал, находишься ли ты в каких-то базах, ищут тебя где-то или нет, висят ли какие-то штрафы и так далее, и как бы общая такая сгроmadзение, да, материалу идет, и потом они проверяют, выехал ты или нет. И оказывается, что ты в этот момент, стоит дата подачи, например, 19.01. А у тебя стоит вылет с Варшавского аэропорта, да, куда-нибудь вылет. Да. То могут дать отказ. И могут дать отказ. Да. И это даже несмотря на то, что вы как посредник, я выдаю на вас там освещение, что... Потому что главное условие получения карты, иностранец должен находиться на территории Польши в моменте подачи. Тоже часто говорят, мы подали документы на карту побыта. Типа, что нам сидеть? Да, можно ли выезжать? Да, можно выезжать. Но важно понимать, что если иностранец работает в своем имени, он должен вовремя всегда получать уведомления с ужинда, если какие-то идут вызвания, либо доносить актуальные документы, если что-то меняется. Если работает в его имени посредник, либо полномочник, да, но то он должен контролировать процессы писем, да, чтобы не получить отказ. И своевременно реагировать. Да, и иностранец в этот период может выезжать. Единственное, что желательно на момент выдачи децизии, чтобы иностранец тоже был здесь. Знаешь, за что могут еще депортировать? Я так подумал, ну, я не подумал, а вспомнил, просто у меня был знакомый один, за подделку документов, собственно. Да, фальшивость, да, неправда. Особенно, когда там корни рисуют какие-то. Ну да, это сейчас, кстати, самое популярное, когда люди доходят до сталого побыта по корням. В том году были тоже проверки по картам поляка. Там же какую-то контору накрыли, я когда-то читал. Да. Какая-то, большая, по-моему, белорусская компания, да? Да. И вот им всем цофнули вот эту карту. Офигеть. По сталому, либо по ПМЖ есть такие сроки, как там, например, уехал на 6 лет с Польши вообще. Тогда могут тоже цофнуть. Хотя децизия по ПМЖ дается на срок бессрочный. Но, типа, зачем ты ее получил, если ты тут в итоге не жил? Да, не планируешь здесь оставаться. Такая логика. Окей, ну, соответственно. Ну, это вроде бы логично, что за подделку документов, вас могут там депортировать, либо наказать. Но нам важно проговорить это, чтобы люди понимали. Сейчас у нас 2024 год. Какую ты видишь лучшую стратегию для людей, у которых песель укр, и большинство из них, это я тебе могу сказать, их уже поджимает, они уже понимают, что нужно как-то что-то делать, да? Кому-то даже счет в банке не открывают, потому что просто песель укр для банка, не подвешенное всегда. Состояние. Да, и все это понимают. Какую ты видишь идеальную стратегию для всех, у кого именно песель укр на 2024-2025 год в плане вот их легализации и становления себя здесь, в Польше? Я считаю, что вернемся аж в самое начало нашего подкаста. Цель. Да. Какая цель? Какая цель? Да, потому что если... Они все, я тебе сразу сейчас могу сказать, они все будут говорить, что, моя цель, скорее всего, остаться в Польше, но они тупо не знают, будут ли они здесь или нет, вот если честно. Но давай брать, что вот человек
планирует здесь... Все-таки хочет типа, оставаться. Минусом сейчас семей со статусом УКР, то, что легализировать свое пребывание то могут только те, кто работает, либо ведет бизнес. Это важный нюанс. Да. То есть члены семьи, дети, жены, они, к сожалению, не могут, да, если они не работают, не ведут бизнес. То есть им просто надо оставаться, они как бы вынуждены оставаться на статусе УКР, потому что и так разрешили пребывание. Да, эффект ждуна, да, как бы начинается в такое подвешенном состоянии. Даже если женщина и выбирает путь открытия бизнеса, потому что, в принципе, сейчас можно и инфлюенсером, да, быть, и блогером, и что-то вести, продавать, то есть как бы можно ИП открыть, и вообще супер. То тут начинается проблема с детьми, потому что у многих есть ДИА, по которой они могут путешествовать. И если они подают на карту ДИА еще есть, а когда уже получают решение положительное, допустим, то ДИА по факту должна быть аннулирована. Но она сама не аннулируется, нужно сообщить об этом, потому что тоже начинаются сбои, потом проблемы. Ну, как это в Польше задвоение систем часто бывает, да. И тут что происходит, что у мамы и папы есть карта, а ребенок до 13 лет, например, не может сделать ДИЮ, потому что от 13 лет только можно сделать профиль зоофаны. Окей. И получается, что ребенок такой только учится в школе, то есть уже путешествовать, как и многие, да, хотят где-то там выезжать в Турцию, Египет, уже не получится. То есть они могут, конечно, выехать в Турцию, я не говорю, что все запрещено, но тогда они должны там отбыть коридор 90 дней. То есть по факту надо, чтобы хотя бы у одного из родителей остался ДИА, которая привязана к ребенку, да, как бы. Да, если они хотят путешествовать. Окей. Ну, давай берем такой кейс, это, в принципе, популярный кейс. Да, это очень популярный кейс. И что по документам, то есть и по стратегии? Я либо нахожу работу, либо у меня jednoosobowa działalność, скорее всего, это ЕДГ, это вряд ли спуказо. Да. И все, и подаюсь просто по тому алгоритму, который мы обсуждали. Да. Легализирую, живу здесь легально, работаю. Да. Работаю, либо занимаюсь бизнесом, и через 5 лет я потом имею возможность подаваться на карту резидента. Да. А потом, что еще я могу сделать после карты резидента и как быстро? Уже после 3 лет на карте резидента Евросоюза можно подать на гражданство Польши. То есть идеальный алгоритм такой. Подаюсь, получаю карту, а время, пока я жду, оно считывается или нет? Оно считывается. И виза, и без виз, все считывается, и статус УКР на данном этапе тоже считается. Тоже считают. Окей, соответственно, у меня там год был статус УКР, я сейчас подался на карту побыта, мне ее дали на 3 года, это уже будет 4 года, плюс еще потом подаюсь на какую-то там... Еще одну карту от работы, допустим, или бизнеса. Да, и закрываю 5 лет, как только закрываю 5 лет, сразу могу подаваться на карту резидента, параллельно имея карту побыта, да? Нет. А как? Она должна закончиться? А если ты имеешь в виду, она актуальна еще, карта побыта часовая? Вот у меня часовый... Да, конечно, можно, может быть. То есть именно параллельно. У меня актуально часовый, я подаюсь на резидента. Так, потому что когда часовый, то есть временный вид на жительство и постоянный вид на жительство параллельно могут быть. Могут 2 дела открыто. 2 часовых, 2 ПМЖ нельзя. Ага, окей. И даже иногда в некоторых воеводствах в связи с тем, что карту резидента ждут почти 18, либо даже 2 года, долго, то мы даже советуем клиентам подавать еще раз на часовой побыт, чтобы у них была возможность путешествовать спокойно и ждать в этот период карту резидента, например. Но для карты резидента нужно выполнить 5 условий. Набросай их, пожалуйста. Первый пункт – это 5 лет легального беспрерывного пребывания. Что значит беспрерывное пребывание? Это то, что в течение 5 лет мы не отсутствовали за пределами Польши больше 10 месяцев, а за одну поездку мы не отсутствовали за пределами Польши 6 месяцев. Окей, что достаточно комфортно. Возможно, если мы не дальнобойщики. Да, для них есть нюанс. Да, потому что если это дальнобойщик... Или, знаешь, которые на кораблях, как их называют? Моряки. Да, вот они что же. Да, то есть у них должна быть тогда служебный выезд, документ о службовом выезде, и тогда такие поездки, то есть на каждую поездку должен быть служебный выезд, подтверждение документальное, тогда такие сроки не засчитываются, вот это 10 месяцев и 6 месяцев, то есть мы их просто не будем учитывать тогда. Окей, то есть ему чуть-чуть побольше надо быть. Да, побольше надо документов собирать и не выкидывать их, потому что многие тоже выкидывают эти документы, и потом начинается проблема. У меня знакомый подавался на карту побыта в Варшаве. До этого жил в Кракове. И знаешь, что ему в Варшаве сказали? Принесите нам все свои 3 прошлых децизии. И человек такой говорит, типа, добрый вечер, где я их возьму? Они у меня там с 2010 года. Они такие, мы не знаем, принесите. Дубликат. Надо писать, я так понимаю, в ужонт в Кракове, просить там. Нужно внес дубликат на децизию, 5 злотых за страницу, сколько в каждом ужинте выдается там в децизии, да, на 2, там 3 страницы, 115, либо 10 злотых. То и в течение месяца они дубликат делают. Второе условие – это знание польского языка. На понятийном уровне, да, на государственном уровне, то есть это B1, B1? Да, это ТЛК, ЛЦА, да, то есть которые мы обсудили, вот эти новые сертификаты. Либо букетики. Букетики, да, то есть полицейская школа, высшее образование, да, то есть университет, также это присяжные переводчики,
официальные, которые имеют здесь аккредитацию свою, да, лицензию. И также это, например, люди, которые закончили школу за границей, но обучение было на польском языке. Это у белорусов было раньше такие школы, да, у нас в Украине в приграничных зонах Львов там тоже были польские аккредитированные какие-то, да? Да, они должны в уставе вот этой ушвятовой быть, поэтому такие люди могут не сдавать экзамен на B1 и таким образом подтвердить свое знание польского языка. Третье условие – это последних 3 года перед подачей постоянный регулярный доход. Что это означает? Это доход должен быть 600 злотых на человека в семье каждый месяц нетто, либо если это человек один в семье, то есть никого больше нет на содержании, это 776 злотых нетто. И за последних 3 года, то есть мы подтверждаем это питами, либо цитами 8, да, если это спулка, и мы должны просчитать, чтобы нам хватило дохода этого. И если не хватает, то уже он тебе отказывает, да? Да, тогда лучше в таком случае либо подождать там год-два, да, то есть хорошо дальше работать, показывать доходы, немножко стараться, позже просто да. податься, да. Вот, потому что на гражданство, если мы живем 10 лет в Польше и хотя бы 1 день пребываем на сталом побыте либо на карте резидента, можно податься на гражданство. Поэтому если тоже, есть разные ситуации у людей, да. Вот. 4-е условие – это страховка ЗУС, о которой мы разговаривали. И 5-е условие – это титул правный до займованного локалу. То есть это основа к жилью. И здесь вот как раз не подходит прописка и освещение от хозяина квартиры. Здесь нужен быть титул правный. А что это означает? Это вынаймуёнцы, наемца, да, то есть те, кто арендует жилье, акт нотариальный, если мы владельцы недвижимости, например, да, книга вычиста, умова ужичения, то есть когда нам ужичают локал, допустим, да, тогда такое подходит. Окей. Но самое, где, наверное, факапит больше всего, это с этими 3-летними ЗУСами и питами. И 5 лет легального пребывания тоже, потому что там есть нюансы по подсчетам. Например, студенты половина срока делится, да. Полицейская школа вообще не засчитывается. И понимаешь, так оно так набирается, и оказывается, человек живет здесь 8 лет, а насобиралось только 4 года. А у него 4 года, окей. Я получил карту резидента, когда я могу подаваться на гражданство? С момента получения децизии на карту резидента должно пройти 3 года, и тогда только подаваться на гражданство от воеводы. Окей. Ну, а если я при этом 10 лет живу уже? То тогда, если хотя бы 1 день ты на этой карте резидента, то через день можешь подаваться на гражданство. Но это обязательно, да? Нельзя, допустим, человеку скипнуть как-то эту Что ситуацию? только там часовые 10 лет, допустим, либо виза 10 лет. Да, Нет. часовые. Все равно резидент, либо сталый должен быть. Ну, либо я пишу письмо президенту. Да. Тут вообще с первого дня легального пребывания люди могут подаваться. Тут вообще нету сроков. Нету сроков, нету каких-то определенных списков документов. Но это типа грин-карт местная. Да. Местная польская грин-карт. Польская грин-карт. Смотри, у меня два вопроса. Первый – это по поводу русских. Вообще, встречаешь ли ты их тут, и знаешь ли ты, что с ними происходит, дают ли им карты или нет? Встречаю. Я, может быть, это сейчас, я знаю, там, как это будет реакция в комментариях. Непопулярный ответ. Мы любим, да, реакции в комментариях, значит, есть актив. Мы не выбираем вообще иностранцев по цвету обложки. Мы здесь все находимся как иностранцы. Раз мы сюда приехали, значит, мы были вынуждены сюда приехать. Да? Поэтому, да, они здесь есть. Да, они вшрут нас, но они просто боятся отзываться, потому что, понимают, какая волна негатива идет в их сторону, хотя это те же люди, которые там живут точно так же здесь 8, например, 10 лет. Да? Ну да. Отказывают ли им в картах? Да, иногда отказывают. Даже... я имею в виду сейчас, типа, отказывают ли им, если вот все формально правильно сделано, по политическим именам? Да, то есть им просто ставят, что они несут угрозу безпеченству панства. Инспектор имеет право по такой статье? Да. Чаще всего потом они обращаются, делают апелляцию, конечно, да, отвелание от децизии пишут, и могут дать на год карту, либо на 3 года. Если этот человек... У нас были ситуации, когда человек здесь уже 6 лет, это там 3-я его уже карта, допустим, да, и дают отказ, потому что несет угрозу. А до этого постоянно все работало, идеально, все хорошо, история хорошая, да, но в связи с ситуацией дает. Потом отвелание, и уже давали тогда положительное решение. Большая часть россиян уехала. Отсюда, с Польши? Да. А куда? Они в Германию, да, поехали все? Не скрываем, Италия очень хорошо принимает россиян. Я слышал еще Венгрия. Да. Это правда? Венгрия — это вообще жесткий край, если честно. Ну да, они там странные все. С Венгрией у нас очень много разных плохих историй, именно иностранцев, да, и приписывают их в базу СИС неправильно, и дают им депортации вообще... путая самих иностранцев, очень много дают, каких-то контрабанды находят, которые люди вообще даже к этому не имеют никакого причастия, да, отношения. Вот. Но Италия, я знаю, что очень хорошо, Испания,
Хотя украинцев там сейчас тоже очень много уехало, потому Ну что да, там всё особенно в быстро. Валенсии сейчас все Да, так... Аликанте, Валенсия, Барселона, это люди покупают недвижимость себе там, открывают бизнесы, и плюс там карта делается за 1 месяц почти на 2-3 года. Мне понятно, у меня сложилась полная картинка. Ну все, финалем. Какие-то пожелания нашим зрителям, слушателям и в добрый путь. Самое главное, хочу пожелать, чтобы все набрались терпения, спокойно реагировали на разные фейковые ньюсы, да, на новости, сортировали информацию, сортировали людей, с которыми они работают, вообще с которыми они общаются, перепроверяли все законы, да, и не паниковали, а целесообразно подавали документы на свою легализацию, чтобы не совершить ошибки. Не верили всему, что каждый второй тиктокер какой-то, мамкин тиктокер Да, записывает, да, и специалист, который там что-то ляпнул, Так. это залетело на 2 миллиона, да, а на самом деле это не так. Поэтому снимайте розовые очки и добро пожаловать в Туполанд. Класс, спасибо. И вам спасибо. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!